Всем привет! В этом видеоуроке я покажу вам, как связать вот такие замечательные подставки под чашки в виде кошек с ушками, по желанию с бантиком. Для этого нам понадобится трикотажная пряжа, совсем немного, я думаю, вот такого клубочка будет достаточно, крючок 8 или 7, в зависимости от того, какой вы хотите сделать подставку. Если пожестче, то берите 7 крючок и нитку при вязании немножко вытягивайте. Если помягче, можно взять крючок побольше, например, номер 8 или 9, и ниточку не вытягивать. Еще нам понадобится иголка для того, чтобы прятать кончики, и ножницы. Для начала нам нужно сделать кольцо амигуруми. Как это делается? Кладем ниточку на руку, обматываем вот так. Крючок заводим сюда, вытаскиваем нитку и провязываем первую петельку. Всего нам сюда нужно будет провязать 6 петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5 и шестую 6. Немного его затянем, совсем сильно не надо, потому что сложно будет вязать первый круг, второй круг точнее. Теперь будем его закрывать. Вытаскиваем крючок, заводим крючок под первую петельку. Эту петлю накидываем сюда, протаскиваем назад, захватываем нашу нитку, вытягиваем. Дальше заводим крючок в петельку, снова захватываем нитку, вытягиваем и заднюю петельку вытягиваем вперед. У меня в Instagram есть видео короткое, вот именно по вот такому бесшовному кругу. Можете посмотреть, если не очень понятно было. Дальше мы будем вязать второй круг. В этом круге мы будем каждую петельку удваивать. Вводим крючок, нашу вот такую галочку. Сзади он выходит между двух ниточек под перемычкой. Захватываем нитку и провязываем столбик без накида. В эту петлю еще одну провязываем. Следующую удваиваем. Следующую. То есть в каждую петлю мы провязываем по 2. Здесь у нас была одна петелька, поэтому мы сюда провязываем еще одну. Провязали.
Можно уже немножко еще сильнее подтянуть наш центр. Вот так. И сейчас снова закроем этот круг, чтобы не было шва. Повторяю. Вытаскиваем крючок, заводим его в первую петельку, накидываем, протаскиваем назад, делаем воздушную петлю и вот в эту петельку мы должны вставить крючок. Вставляем. Немножко сложно это происходит. Снова захватываем нитку, вытягиваем и протаскиваем. Немножко подтянем, чтобы у нас было красиво. Следующий ряд у нас будет, мы будем удваивать каждую вторую петлю. То есть первую петельку провязываем одну, во вторую петлю провязываем 2, удваиваем. Дальше снова одну, две, одну, сюда 2, снова одну, 2. Так вяжем до конца этого ряда. Так мы провязали наш, получается, третий ряд, чередуя 1 и 2 петли. Сейчас снова его закроем. То есть это мы делаем для того, чтобы вот на этой лицевой стороне у нас не было шва. И все было красиво. Так, закрыли. В следующем ряду мы начнем вязать ушки. Здесь мы будем удваивать петли каждую третью. Провязываем 1 петлю, вторую, третью удваиваем. Дальше снова 1, еще 1, удваиваем. И начинаем вязать ушки. Итак, для того, чтобы связать ушко, мы должны набрать 4 воздушные петли.
1, 2, 3, 4. Во вторую петельку провязываем столбик без накида. В следующую столбик с одним накидом. И в последнюю столбик с двумя накидами. Вот получается такое замечательное ушко. Теперь мы его будем прикреплять. Пропускаем 2 петельки и в третью петлю провязываем. Следующую петельку удваиваем, как у нас идет по нашей схеме. Две петли провязываем. И будем сейчас вязать второе ушко. Также набираем 4 воздушные петельки. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. В следующую столбик с одним накидом. В следующую столбик с двумя накидами. Отсчитываем 2 петельки. 1, 2. Третью прикрепляем. Удваиваем следующую петлю. Две провязываем одинарные. Следующую снова удваиваем. И закрываем наш ряд. В этом ряду мы сделаем вот так. Петельку воздушную набираем и протаскиваем ее вперед. Так. Теперь мы будем обвязывать нашу подставочку по краю. Для этого просто вводим крючок под обе петельки, захватываем нитку и протягиваем через петельку. Так мы проходим по краю всей нашей подставочки.
ушки тоже. Старайтесь, чтобы они были ровные, красивые. Старайтесь этот ряд не затягивать, для того, чтобы ваша подставочка вот так не изгибалась. То есть посвободнее эти петельки делайте. Ну вот мы дошли до конца. Отрезаем нитку. Втягиваем. Сейчас закроем красиво, чтобы ничего не было здесь заметно. Вводим крючок под эту петельку. Захватываем ниточку. Теперь вводим, чтобы он вышел вот из этой петельки. Снова захватываем ниточку и выводим ее наизнанку. Вот получается здесь такой совершенно незаметная такая петелька. Эти ниточки мы сейчас спрячем. Берем иголку, вставляем нитку и просто прячем под петельки. Так по кругу можно спрятать. И спрячем второй хвостик.
такая подставочка у нас получилась. Ее можно отпарить для того, чтобы она была ровненькая. Сейчас мы сделаем бантик. Вот у меня есть такие белые пряжи. Отрезаем кусочек. Подеваем в иголку. Вот здесь сделаем бантик. Просто пропускаем ее сюда. Этот кончик пропускаем еще раз. И второй кончик сюда же. Вот такая замечательная подставка под чашку у нас получилась. Вяжите на радость себе и своим близким. Всего хорошего!